Всем привет, друзья! Канал преодолел отметку в 3000 подписчиков, за что я вам очень благодарен. Именно поэтому добавил камеру в свои выпуски, надеюсь, это поможет вам лучше усваивать информацию и повысит качество контента. Сегодня разберем матч Арсенал-Челси, в котором Микель Артета добыл столь важную победу в гонке за топ-4. Именно за счет правильных перестроений Арсенала Челси мало что удавалось сделать в этом матче. Давайте разберем, как именно действовали канониры. Как мы знаем, Тухель чаще всего выставляет схему с тремя защитниками, и в этом матче он выставил 3-5-2 с Вернером и Лукаку впереди. Но при этом Вернер очень часто смещается на фланге, растягивая оборону соперника, и в итоге создавая свободные зоны, в которые вбегает Маунт. Поэтому Артета выбрал идеальную схему против этого и выставил на матч 5-2-3. Сейчас покажу вам, как именно канониры работали при обороне. Важно отметить, что на позиции латераля справа играл Букайо Сака. Поэтому структура перестроения без мяча с обеих сторон чуть отличалась, но идея оставалась такой же. Арсенал встречал игроков Челси следующим образом. Тройка атакующих, тут все просто. Смит Роу постоянно играл по Джеймсу, Нкетия по Кристенсену, а Эдегор располагался по Канте. Он постоянно с ним играл персонально. Остается свободным Сар, верно? На него выдвигался Букайо Сака, бросая своего игрока. Вследствие Маркос Алонсо оставался свободным, и поэтому один из тройки центральных защитников, а именно Бен Уайт, перестраивался, бросая свою зону. В образовавшееся пространство, как я уже отметил, вбегает Маунт, и здесь в работу включался один из опорных, а именно Эль-Нани с этой стороны. Именно он закрывал образовавшееся пространство. Это позволяло сохранять компактность между игроками, закрывать опасные зоны и сохранять структуру. Точно такая же ситуация, тут уже Вернер вытягивает второго центрального защитника на фланг и снова Эль-Нани закрывает пространство. Идентичная ситуация, и снова у Челси нет продолжения впереди. Еще два примера того, как Эль-Нани здорово отрабатывал в этом матче, закрывая пространство. Еще раз, такие перестроения приводили к компактности и многочисленным отборам мяча. Обратите внимание на это грамотное перестроение от Эль-Нани, хотя с правой стороны, по сути, это должен был делать Джака. С этой стороны справа и все было проще, так как тут Нуно Тавареш играл четко по Аспиликуэте. И суть была такой же. Когда один из центральных защитников уходил на фланг, с этой стороны Габриэль, его зону сразу же закрывал Джака. Либо же сам доигрывал с игроком, который бежал за спину Таварешу в свободную зону, когда тот выдвигался. Как я уже сказал, такие грамотные перестроения помогали отбирать мячи в среднем блоке и очень здорово помогали также в высоком прессинге. Игроки четко знали, как и куда им нужно передвигаться и постоянно создавали давление на Челси. Но это только работа без мяча, а как же действовать в такой схеме, когда ты с мячом? Как действовать при атаке? Давайте разберем. Скажу сразу, что в этом матче Арсенал не так много позиционно атаковал. Во-первых, Челси тоже очень здорово работают без мяча. И если в этом моменте Лофтус-Чик забыл, как ему нужно правильно действовать, то затем таких ошибок больше не было. А во-вторых, при такой схеме атаковать позиционно тяжелее. Легче рассчитывать на быстрые прямолинейные атаки, в том числе и контратаки, поэтому на поле играл не Ляказет, а быстрый Нкетия. Вот один из таких примеров, где канониры быстро выбегают и находят свой момент. При этом давайте вспомним, что при такой схеме на флангах работают Тавареш и Сака, а вот как раз Эдегор и Смит Роу, они играют в зонах ближе к полуфлангам. Вот в этих моментах четко видим, как должны располагаться атакующие игроки Арсенала при атаке. Итак, давайте теперь к самому интересному, к голам. Да, первый гол был забит после ошибки Кристенсена, но так как забил Нкетия, мы уже можем поставить плюсик Артете за выбор его в составе. А вот второй гол — это четкое понимание Арсенала, как нужно атаковать в этом матче, мы только что это разобрали. Быстрая контратака, где по флангам действуют Сака и Тавареш с другой стороны, а Эдегор и Смит Роу как раз таки в своих зонах, где они должны находиться. И в итоге именно с этих зон они создают гол. Один отдал, а второй завершил. Все благодаря правильному и своевременному расположению игроков. А теперь вы, наверное, мне скажете, так если же Артета все так верно выбрал, почему же его команда пропустила 2 гола в этом матче? Верно? И это давайте я тоже объясню. Первый гол был забит после ошибки на своей половине поля, но ошибки на своей половине поля бывают часто. Тут дело в том, что Эль-Нани открылся вперед, и в итоге он не был в своей позиции.
Ну и из-за этого в той самой структуре не хватало одного игрока. И мы видим, что даже если бы Вернер не пробивал в этом моменте, то у Маунта колоссальное пространство в 14-й зоне, и скорее всего он бы тоже забил. И второй гол был тоже забит после потери на фланге и выигранного индивидуального момента Аспиликветой. То есть голы были забиты не после выстроенных позиционных атак Челси. В перерыве оба тренера не поменяли ничего в структуре команд, прослеживались точно такие же действия от опорных Арсенала, точно такие же перемещения. Вот один из примеров: выбросился Габриэль, затем выбрасывается Холдинг, и Джака отлично подстраховывает их обоих. Таких моментов было много, я просто не буду их все добавлять в выпуск. Но более того, Арсенал забил свой третий гол, опять же после той самой выстроенной структуры, как они должны работать без мяча. И обратите внимание, как Эль-Нани снова бежит закрывать пространство за спиной Габриэля, так как он выбрасывается, и в эту зону снова же хочет сбежать Маунт. В итоге неудачная передача от Аспи и моментальная контратака, которая не без доли везения приносит Арсеналу третий гол в этом матче. И если так подумать, то все в этом моменте сошлось именно по плану Артеты. Четкое перестроение и моментальная контратака, на что он и рассчитывал в этом матче. Прежде чем перейти к выводу, я хочу сказать пару слов о Челси. Во-первых, я так и не понял, почему Джеймс до 60-й минуты играл как центральный защитник, а Аспиликвета играл как латераль. Хотя обычно они расположены наоборот, когда оба находятся в стартовом составе. Ведь такой игрок, как Джеймс, по моему мнению, как раз таки больше приносит пользы в атаке, чем в обороне. И также он хорош в таких моментах, яркий пример, посмотрите, очень все компактно и тяжелая ситуация, чтобы сохранить мяч. Но за счет индивидуальных действий Джеймс вылазит из-под прессинга и отрезает всех тех игроков Арсенала, которые прессинговали. И вообще, если сказать по Тухелю, я уже не первый матч с другой стороны экрана ощущаю то самое давление с его стороны на его игроков. И, возможно, сейчас психологическая ситуация в команде не самая лучшая, что в итоге и выливается в перформанс игроков на поле. А Артета своим тактическим решением полностью заслужил победу в этом матче, и я рад, что молодой тренер и его молодая команда продолжают борьбу в гонке за Лигу Чемпионов. И будет интересно посмотреть на них в следующем матче против Манчестер Юнайтед, это очень тоже важный матч. Обязательно напишите комментарий по поводу этого разбора, а также вообще по поводу камеры в выпусках, как вам, мне очень интересно будет прочитать ваше мнение. Ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск, и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые. Спасибо за ваше внимание.